Всем привет! Канал Математические эксперименты. Сегодня я хочу рассказать вам про конечные поля. Это одна из самых крутейших и интереснейших тем в математике. И у меня довольно амбициозная цель доказать существование полей размера p в степени k. А еще показать, как можно использовать машин learning для того, чтобы обнаружить и догадаться до квадратичного закона взаимности. Конечно же, на YouTube есть много интересных видео по теме. И вот мой список рекомендаций. Канал Mathologer. Вот это конкретное видео про конечные поля и про квадратичный закон взаимности. На английском языке, но, наверное, можно найти перевод. Кроме того, можно включить в Яндекс браузере переводчик. Леша Саватеев. 2 серии лекций. Рекомендую к просмотру. Он очень интересно, с вдохновением всегда, с таким некоторым возбуждением рассказывает про числа, формулы Кардана и так далее. Ну и последняя рекомендация. 11 тысяч просмотров всего у нее. Должно быть больше, потому что это реально хороший курс по алгебре. Он не только про числовые поля, но и про более простые алгебраические структуры, с которых принято начинать курс алгебры. Полугруппы, группы, модули и числовые поля тоже. Итак, я на свой манер буду рассказывать. Что такое числа? Давайте я перечислю факты, которые, возможно, вам и так известны. У нас есть дробные числа, вещественные числа, комплексные числа. Вот объекты в этих трех множествах можно умножать, складывать, делить, вычитать. Вот следующий пример. Это отношение двух многочленов, где многочлен q не равен нулю. Ну и, конечно же, тут надо фиксировать, из какого поля коэффициенты этого многочлена. И вот как обозначаются эти вот три поля. Можно записать такие отношения между этими тремя полями. Хорошо. Кроме полей, где можно складывать, умножать, вычитать и делить, есть еще такие множества, как натуральные числа. Там есть серьезные проблемы с вычитанием. Когда делаешь 2 минус 10, оказываешься уже за пределами натуральных чисел. Z уже не имеет проблемы с вычитанием, но там есть проблемы с делением. Дальше можно придумывать многочлены от x с коэффициентами из z. Их тоже можно умножать и складывать, и снова получать объекты из этого же множества, но делить нельзя. Интересный такой факт из будущего, скажем так, что комплексные числа можно сконструировать как некоторый класс эквивалентности в кольце многочленов над вещественными числами. Это, наверное, сложные слова. Давайте их пропустим. А сегодня я вам хочу рассказать про то, что можно на конечном множестве объектов ввести сложение и умножение и получить структуру, к которой мы привыкли, структуру чисел. Эти конечные числовые поля обозначаются f2, f3, f4, f5 и так далее. Но вот f6, скажем, нет. f10 тоже нет. Есть поля размера p, где p простое, и размера p в степени k. И эти конечные поля невозможно никак встроить в эту цепочку, но их можно сконструировать либо из z, либо из многочленов с коэффициентами из z. Как именно, это сложная тема. А вообще тема доступная школьникам. И не обязательно знать все эти умные слова. Чтобы задать умножение и сложение, нужно задать таблицу сложения и таблицу умножения. И здесь у меня пример, когда я взял числа от 0 до 12 и задал для них, что такое сложение. Например, 3 плюс 1. Смотрим пересечение, видим 4, это есть ответ. 3 плюс 1 равно 4. Сюрприз. Но тут есть и поинтересней. Например, 7 плюс 6 равно 0. Нам не нужно выходить за пределы этих 13 объектов, и поэтому числа 13 просто нет. Точнее, это как бы не число, это просто обозначение объекта. 12, 11. Эта табличка получается очень просто. Мы складываем исходные эти вот два числа, рассматривая их не просто как обозначение, а как числа,
но записываем результат по модулю 13. По модулю означает, мы берем остаток от деления на 13. Наверное, все это вам и так известно. Вот таблица умножения, построена по такому же принципу. Тут получаются такие края, состоящие из нулей, потому что 0 на любое число есть 0. А в серединке вот это вот получается интересная такая таблица. Таблица умножения ненулевых чисел по модулю 13. Я говорю, что это довольно-таки хорошее, удачное определение сложения и умножения. Потому что они удовлетворяют законам. Вот этот закон называется закон ассоциативности сложений. То, что когда вы складываете три объекта, можно представлять скобки. Закон коммутативный. А плюс b равно b плюс a. То, что у нас есть нолик. И то, что для любого числа можно взять, найти число b, что сумма с ним равна нулю. И очень похожие законы для умножения, который у меня обозначается звездочка. И еще интересный закон, который одновременно про эти два закона. И про сложение, и про умножение. И для умножения тут написано, что так же, как и для сложения, для любого числа есть обратный. Но здесь как бы мы получаем 1, а не 0. И еще а не должно быть равно нулю. Обратные элементы есть только для чисел, которые не равны нулю. Вот это законы. И когда ваше сложение и умножение обладают такими свойствами, вы можете говорить, что у вас получилось числовое поле. Все это может быть достаточно занудно. Ну, это надо один раз преодолеть, и дальше уже будет интересно. Мы определили сложение и умножение, но мы не определили вычитание. Как это делается? Очень просто. Поскольку вот здесь вот написано, что для любого числа а есть b, что а плюс b равняется нулю, давайте будем говорить, что b это минус а. Ну и вычитание означает на самом деле, вот а минус c, означает на самом деле, что мы к а прибавляем обратный элемент к c по сложению. А деление, ну вы уже, наверное, догадались. А разделить на c это а умножить на c в минус первый. Минус первой степени означает у нас здесь взятие обратного элемента по умножению. Хорошо. Дальше можно, ради тренировки ума, попытаться доказать, что минус от минуса равно а. Или что получить обратный элемент по сложению очень просто. Надо умножить на минус единицу. А минус единица это обратный элемент к единице. Также можно доказать аккуратно вот это. Что когда вы берете обратный элемент к произведению по сложению, то можно взять обратный элемент по сложению к одному из этих двух множителей. Ну и много всяких привычных вещей можно доказать. Например, если у вас есть равенство АБ1 равно АБ2, то можно сократить А и получить, что B1 равняется B2. Вот как много шагов надо здесь проделать, чтобы это доказать. В числах мы к этим уже вещам привыкли, а здесь, когда мы так вот абстрактно формулируем понятие числового поля, это надо доказывать. Нажмите на паузу, посмотрите на отдельные шаги. Что я здесь хочу отметить? Такие простые вещи, которые, может быть, более наглядны и понятны. Вот смотрите, есть у нас закон, что для каждого числа а есть обратный элемент b по умножению. Давайте возьмем этот обратный элемент и запишем это равенство. Теперь давайте обе части умножим на c. Дальше мы можем скобочки перенести вот сюда и получить, что для любого элемента c найдется такое d, что а на d равно c. Хорошо. Но как это еще можно проинтерпретировать? Это проинтерпретировать можно следующим образом. В каждой строчке и в каждом столбце таблицы умножения встречаются все числа нашего числового поля. Все элементы. Итак, давайте я попробую сформулировать свойства числового поля на примере этих таблиц сложения и умножения. Первое. Эти таблицы должны быть симметричны относительно диагонали. Это и есть закон коммутативности, сложения и умножения. Второе. В каждой строчке и в каждом столбце
таблице сложения и таблице умножения должны присутствовать все числа. Это, по сути дела, следствие того, что для любого числа есть обратный элемент по сложению, и то, что для любого c и любого a не равно нулю, найдется такое d, что a на d равно c. Это то, что мы только что доказали. Закон дистрибутивности, вот этот вот, уже сложно как-то руками намахать и объяснить про эти две таблицы. То, что в каждой строчке таблицы умножения есть все числа, это в частности означает, что не бывает таких ненулевых чисел а и b, что а умножить на b равняется нулю. Потому что иначе в таблице умножения где-то здесь посерединке был бы нолик. А значит, было бы невозможно в этой строчке поместить все возможные значения числового поля. Хорошо. Проделав все эти занудные разговоры, мы переходим к интересным вещам. Какие интересные вещи? Интересные вещи – это уравнения. Вы не поверите. Итак, первое. Как решать линейное уравнение? Ответ такой. Если у вас есть линейное уравнение, ax плюс b равняется нулю, нужно взять обратный элемент к а, умножить на b, и от этого числа взять обратный элемент по сложению. Дальше. Х квадрат равно а. Или извлечение корня. Вот тут мы сразу же встречаемся с чем-то очень интересным. Давайте пока поживем вот в этих вот полях, суть которых модульная арифметика. Арифметика по модулю p, где p простое. Сгенерируем 1000 простых чисел и еще 10 тысяч простых чисел. И посмотрим, какие бывают квадраты по модулю p. И мы видим, что когда мы берем все возможные числа от 0 до 12, возводим их в квадрат, то мы получаем не все возможные числа. И это неудивительно. Если мы возьмем двойку и минус двойку, то есть обратный элемент к двойке по сложению, возведем в квадрат, то получим 4. Таким образом, мы вот в этих квадратах каждое число получаем 2 раза. И здесь только половина чисел из чисел от 1 до p-1. Здесь есть тройка. Это значит, что х квадрат равно 3 имеет решение. Но здесь нету числа 11. Это значит, что х квадрат равно 11 не имеет решения. Значит, из 11 нельзя извлечь корень. Хорошо. Вот тут есть такая функция delete duplicates, и мы видим уникальные элементы, которых p-1 пополам. Только половина чисел от 1 до p являются чьими-то квадратами. Эти числа называются квадратичные вычеты. А все остальные, кроме нуля, называются квадратичные невычеты. Давайте посчитаем для каждого числа p простого, является ли число минус 1, что то же самое, что и p-1, квадратичным вычетом. Итак, 1 – это когда простое число p, которое здесь на оси x присутствует, имеет минус 1 как квадратичный вычет, и минус 1, если минус 1 является квадратичным невычетом. Часть простых чисел дают 1, часть минус 1. Ну вот, например, по модулю 5 у нас минус 1 квадратичный вычет, а по модулю 7 минус 1 это квадратичный невычет. По модулю 11 опять невычет, по модулю 13 вычет. Давайте определим функцию has_sqrt вот таким образом. Q является квадратичным вычетом по модулю p. Эта функция has_sqrt на самом деле называется символ Лежандра. Но в математике эта функция называется Jacobi символ. И он работает не только для простых p. Я потом про это расскажу. Кстати, во-первых, мы можем опять сделать мой любимый accumulate и посмотреть, как балансируют простые числа между теми, у кого минус 1 квадратичный вычет, и теми, у кого он не вычет.
как-то балансирует. Вы тут взяли какое-то количество простых чисел до 8000. И вот баланс тут доходил до минус 15, но сейчас вернулся опять к минус 5. Можно взять побольше. Но, правда, вычислять это будет все долго. Тут правильнее использовать, конечно же, функцию Jacobi symbol. Давайте я это сделаю. Символ для минус 1 p. Вот так вот. Вычисляется мгновенно. И здесь можно досчитать до очень больших чисел. Про этот баланс между простыми числами двух видов я сделаю видео отдельное. Сейчас давайте подумаем про другое. А что насчет кубов? Я взял кубы всех чисел от 1 до 12 и получил только 4 числа. То есть все остальные числа не являются кубами. И если мы запишем уравнение x в кубе равно, например, 11 по модулю 13, то у нас будет пустое множество решений. А если мы напишем 8, то сколько будет решений? Вот так он выдает решение из вещественных чисел или из комплексных. Таким образом, он выдает решение из числового поля f13. Так, возьмем 17. Здесь мы имеем все числа. То есть, возводя в куб все числа по модулю 17, мы снова получаем все числа. А по модулю 19, а по модулю 23. Здесь мы замечаем зависимость, что количество чисел все или p-1 разделить на 3. Все это зависит от того, делится p-1 на 3 или не делится. Если p-1 делится на 3, то надо разделить его на 3 и получить ответ. Вот столько будет кубов. А если не делится, то кубы пробегают все числа. Интересное наблюдение. Двигаемся дальше. Давайте вообще построим таблицу степеней по модулю P. Здесь каждая строчка это степень. Вот 1 в степени 1, 1 в степени 2, 1 в степени 3, 1 в степени 4 и так далее. А это степени двойки. 1, 2, 4, 8. Вначале все идет нормально. Дальше должно идти 16, но 16 по модулю 13 это 3 и так далее. Немедленное открытие. Строчка номер 12 содержит сплошные единицы. Случайность это или нет? Ну, давайте возьмем 19. Нет, похоже, это не случайность. Это называется малая теорема Ферма. Любое число в степени p-1 по модулю p дает 1. Ну, кроме нуля. Здесь я дописал для удобства столбец с номером k. То есть вот в этой строчке расположены числа a, в этой строчке расположены числа k, а в серединке это число a в степени k. Что мы видим для 13? Здесь вот в третьей строчке, это и есть кубы, встречаются только числа 1, 8, 12 и 5. И каждое число встречается 3 раза. И действительно, когда мы просим сделать solve по модулю 13, нам выдается 3 ответа. А по модулю 19, а по модулю 17 1. Хорошо. Двигаемся дальше. Вот упомянутая малая теорема Ферма. То, что строчка p-1 содержит сплошные единички. А строчка с номером p будет опять содержать 1, 2, 3, 4, 5 и так далее до 12. То есть x в степени p будет равно x. И вот это равенство верно уже вообще для всех чисел. Не только для 1, 2, 3, 4, 12, а и для нуля тоже. В некотором смысле это такое особенное уравнение, корни которого это все элементы числового поля. Хорошо. Дальше мы следующее замечаем. Вот здесь вот мы наблюдаем либо 1, либо минус 1. 12 это минус 1. И более того, даже понятно, для кого это выражение равно 1. Если
само число а, которое здесь стоит, является квадратом какого-то другого числа b, то есть, например, вот какая-нибудь там четверка является 2 в квадрате, то здесь уже будет нарисовано b в квадрате и в шестой степени. То есть здесь нарисовано b в 12 степени. А любое число в 12 степени дает 1, значит здесь стоит 1. То есть для чисел, которые являются чьими-то квадратами, для квадратичных вычетов, здесь точно будут стоять единички. Это просто наше наблюдение, интересное наблюдение. Так вот, Лежандр символ Лежандра, который вот так вот обозначается. Его на самом деле можно явно записать как m в степени p-1 пополам. Только надо брать не 1 и 12, а 1 и минус 1. Хорошо. Следующее интересное наблюдение. Символ Лежандра – мультипликативная функция. Это следует сразу же вот из этого выражения. Смотрите. m в степени p-1 пополам. А это выражение – это n в степени p-1 пополам. Поэтому их произведение – это m умножить на n в степени p-1 пополам. Да, на всякий случай. Я должен это явно проговорить. Мы эту формулу с вами не доказали. Мы ее обнаружили для какого-то p, но не более того. Также мы не доказали малую теорему Ферма, то, что здесь стоят сплошные единицы. Но ничего страшного в этом нет. Пусть это будет домашним заданием, доказать эти два утверждения. Но что я хочу сказать? Я иногда экспериментально обнаруженные факты для некоторого количества чисел n начинаю воспринимать как истину, откладываю на потом. Потом, возможно, мне удастся их доказать, либо опровергнуть. Но нет ничего страшного в том, что вы обнаруженные факты будете считать за истину некоторое время. Тот же самый символ Лежандра. Очень интересная с ним была история. Пафнутий Чобышев, про многочлены которого я недавно рассказывал, давно обнаружил, что если мы рассмотрим символ Лежандра для минус единицы, то есть рассмотрим простые числа, для которых корень из минус единицы извлекается, и простые числа, для которых корень из минус единицы не извлекается, то мы обнаружим некоторый дисбаланс двух классов простых чисел. Простых чисел, для которых корень из минус единицы не извлекается, чуть-чуть больше, если мы возьмем простые числа меньше, чем n, для маленьких n, да и для довольно больших n. Сейчас я поясню. Рассмотрим символ Лежандра для минус единицы. Так вот, назовем командой номер 1 простые числа меньше, чем n, для которых верно это равенство. И командой 2 простые числа, для которых верно это равенство. Еще тогда, во времена Чобышева, уже была известна эта теорема, которая называется Prime Number Theorem for Arithmetic Progressions, теоремой о количестве простых чисел в арифметических прогрессиях. Но при этом Чобышев заметил, что очень часто для большинства n доминирует команда 2. И потом, в 1962 году, эти два математика, Туран и Кноповский, предположили, что почти всегда выполнено это неравенство. Это означает, что когда у вас есть большое x, и вы берете любое n маленькое меньше, чем большое x, то отношение доли n, для которых выигрывает команда 2, к доле случаев, когда выигрывает команда 1, стремится к 100% при x большое, стремящемся к бесконечности. Сложное утверждение, потому что тут надо использовать два больших числа, x большое и n, и рассматривать как бы долю выборов n маленькая меньше, чем x большое. Но потом пришел Литлвуд и относительно недавно, в 1995 или 1994 году, доказал, что нет. Вот эта вот доля случаев, когда выигрывает команда 2, на самом деле не имеет никакого предела,
при стремлении к бесконечности. Но зато он смог доказать, что есть некоторая мера хитрая, а именно единица на n, что вот в этой мере размер этой команды все-таки больше. И равен там 0,996, что-то около того. Очень сложное утверждение. В общем, несмотря на то, что вот эти два товарища сделали неверные предположения, их репутация никак не пострадала. Из их кармы ничего не вычилось. Наоборот, это интересно. Делать предположения, а дальше либо доказывать их, или опровергать. Ну и еще немножко про x в степени m. Пусть p-1 делится на m. Тогда можно показать, что x в степени m не может пробегать все числа. И это значит, будет, что x в степени m равно a не будет иметь ни одного решения при каких-то значениях a. Смотрите, как это доказывается. Доказывается от противного. Пусть x в степени m пробегает все числа от 1 до p-1. Тогда мы можем возвести x в степени m в степень n и получить, что это все выражение должно быть равно единице. И если выражение x в степени m пробегает все числа от 1 до p-1, тогда получается, что уравнение y в степени n равно 1 должно иметь p-1 корень. Действительно, мы в качестве y подставляем x в степени m, y пробегает от 1 до p-1, и мы получаем здесь, как мы предположили, те же самые числа 1, 2, 3 и так далее до p-1. Просто они как бы переставляются друг с другом при возведении в степень m. Но многочлен y в степени n-1 не может иметь более чем n различных корней. Это верно для вещественных чисел, для комплексных. Это верно вообще для любого числового поля, в том числе для конечных. Подумайте почему. Постарайтесь себя в этом убедить. Ну и верно другое утверждение, в другую сторону. Пусть p-1 не делится на m. Более того, p-1 пусть у нас будет взаимопростым с числом m. Из этого немедленно следует, что x в степени m пробегает все числа от 1 до p-1. Как это доказывается? Смотрите, если m и p-1 взаимопросты, тогда мы можем найти такое n, что m умножить на n имеет остаток 1 при делении на p-1. Далее мы рассматриваем вот эту степень. Дальше вспоминаем, что p умножить на n имеет остаток 1. Что это означает? Это означает, что m умножить на n может быть представлено в таком виде. Но x в степени p-1, если мы возьмем вот только эту часть степени, дает нам единицу. Поэтому эту часть мы можем выкинуть из степени. И получится x в степени 1. То есть x в степени m умножить на n равно x в степени 1 по модулю p. X в степени m не может пробегать не все числа. Если в этой скобочке нам встречаются не все числа, то мы как бы теряем информацию про x. И мы не сможем ее восстановить при возведении в степень n. А здесь получается так, что x в степени m в степени n в точности равен x, и поэтому имеет всю информацию про x. Итак, обещанная домашняя работа. Давайте лучше запишем домашнее задание на русском языке. Найдите доказательства малой теоремы Ферма, то, что x в степени p-1 сравнимо с единицей по модулю p. Одно из доказательств основано на следующем. Возьмем атую строчку таблицы умножения и перемножим все числа, которые там присутствуют. С одной стороны, это произведение всех чисел от 1 до p-1. С другой стороны, это произведение равно вот этому произведению. И дальше можно поработать с этим выражением и доказать малую теорему Ферма. И следующее. Про
символа Лежандра. Докажите, что из трех утверждений вот этого разложения многочлена x в степени p минус 1 минус 1, из малой теоремы Ферма и того факта, что многочлен с k разными корнями может иметь степень k или больше, следует, из этих трех утверждений следует формула для символа Лежандра. На сегодня все. Всем удачи. Пока.